Всем привет! Сейчас я нахожусь в Индии, в штате Гоа, и здесь я остановился у своего друга Владимира. Мы с ним договорились, что я поживу у него всего 5 дней, но сейчас уже идет 9, и я до сих пор здесь. Да, я, можно сказать, нарушил все обещания, но это не просто так, а потому что я решил купить себе мотоцикл. И это оказалось намного сложнее, чем я думал изначально. И вообще, идея купить мотоцикл в Индии и проехать на нем всю страну для человека, который ни разу не ездил на мотоцикле, и у меня вообще нет никакого опыта, ну, звучит невероятно сомнительно, да? И многие бы сказали, что это очень какая-то странная авантюра, но, знаете, я верю в себя, я так решил, и я думаю, что у меня все получится. И вообще, мне кажется, что воплощать мечты, какие-то идеи в реальность — это, наверное, самое лучшее, что может быть в этой жизни. Все началось именно с этого скутера. Как только я взял его в аренду, я понял, что мне невероятно нравится данный вид транспорта. И весь мой план проехать Индию автостопом начал рушиться, потому что я уже начал смотреть объявления в группах Телеграма о продаже каких-то байков на Гоа. И знаете, я вообще не разбирался в этом, то есть абсолютный ноль в мотоциклах, я не знал, как их выбирать, по каким критериям. Единственный критерий, который у меня был, это цена. То есть мне нужно было купить недорогой мотоцикл, потому что у меня не так много денег, но мне повезло, и Владимир меня познакомил с Саней. Это именно тот человек, который помогал мне покупать мотоцикл. И знаете, прошло уже 5 дней с того момента, и мы посмотрели несколько вариантов, и все они были не очень. То есть в них нужно было вкладывать много денег и ждать ремонта, чтобы на них поехать дальше. И я начал думать то, что, наверное, судьба меня отводит от этого решения, и то, что это не мой путь. То, что я не должен ехать на байке по всей Индии. И все-таки мне нужно проехать автостопом, но мне попалось это объявление, и я все-таки понял, что я должен это сделать. И вашему вниманию представляется Hero Motocorp X-Pulse 200. 21 года выпуска. 60 тысяч пробега, всего 60 тысяч пробега, и стоит он также 60 тысяч. 60 тысяч рупий за такой мотоцикл, это, ну, вообще даже не укладывается в моей голове, потому что в России он стоил бы намного дороже. И знаете, с ним как-то было все просто. Я только увидел объявление, сразу же написал продавцу, в этот же вечер посмотрел, и на следующий день мы поехали его купили. В него не нужно было вкладывать, он уже был готов к поездке. Только вчера я сделал легенькое ТО, то есть заменил масло, подтянул сцепление, установил крыло на него, чтобы если я попаду в лужу, меня полностью не забрызгивало, потому что крыла у него до этого не было. И все, я даже не представляю, мне до сих пор не верится, что теперь это мой мотоцикл, и ближайшие 3 месяца это будет мой лучший друг, с которым я буду проводить каждый день, делить с ним печали, радости и невзгоды. В общем, могу сказать, что началась какая-то у меня взрослая жизнь, в которой нужно принимать действительно такие волевые решения, и это решение, я думаю, стоило того. Здорово. Кстати, это тот самый Саня, без которого у меня вообще ничего не получилось, потому что, ну, я ездил бы смотреть байки, просто спрашивал цену, говорил норм цена и просто бы все беру. Потому что так он мне хотя бы подсказывал, где какие нюансы есть, где что. Ну Ну да. чё думаешь вообще, вот на этом-то я Слушай, смогу проехать? я уверен в этом байке, что ты в любом случае проедешь свой маршрут. Поэтому, по крайней мере, лучше, чем ты хотел вот этот забрать у меня. Да, кстати, хотел, вот этот вариант еще был. То есть хотел купить Санин байк, потому что Саня сейчас скоро уезжает, ему он уже не нужен. Хотел его купить, но в него надо было достаточно вложиться. Вот мы посчитали примерно 15 тысяч, еще нужно было отремонтировать и поехать. Ну и он мне не так сильно подходит, вот потому что я вообще без опыта абсолютно. Ну Мне да. кажется, вот этот вот, потому что, смотрите, тут большие колеса, высокая как бы клиренс у него. Да, можно если на обочину съехать, не только по асфальту. И если какие-то, ну, там ямки на дороге, этот меня будет спасать хотя бы. То есть он будет получше выглядеть в этом плане. Да, Потому что тут я яму поймаю, и, да. И он на тебя развалится. и он у меня уже развалится. В общем, что, огромное спасибо. Я не знаю вообще, так вот просто познакомился случайно. Да, Вот иногда, случайно встретились в Гуа. иногда так бывает. Просто мне сказали, что есть парень, который разбирается в мотоциклах хоть сколько-то, хоть сколько-то. И он поддержал вот эту мою немного авантюру, хотя как будто нафиг это ему вообще не надо со мной было ездить кататься. Но как-то вот он
можно сказать, ему понравилась моя идея. И Вдохновился. он да? вдохновился, да, и решил мне помочь. Вот поэтому и классно путешествовать, что встречаются такие крутые люди, которые вот могут просто помочь тебе. Просто так, не потому что ты там что-то им дашь, а просто так, потому что они видят в тебе какой-то потенциал и им нравится твоя идея. Да, красавчик, давай опять. Также бонусом с этим байком мне надавали кучу подарков за эту же стоимость. Первое, это, конечно же, шлем. Я, конечно, понимаю, что я уже профессионал, целую неделю езжу за рулем, но все же мне хочется вернуться живым после этого путешествия, поэтому защита превыше всего. И шлем именно full face, потому что, ну, я не знаю, вдруг случится какая-то авария, и, ну, мне нужно максимально от этого отгородиться и защититься. Также это перчатки, потому что я прочитал, что в огромном количестве случаев, когда ты попадаешь в аварию, ты моментально выставляешь руки. И все, абсолютно все, что без защиты, то есть вся открытая кожа, она стирается до мяса. Поэтому перчатки тоже must have. Также мне еще подарили куртку байкерскую, то есть прямо с защитой. Это тоже очень важно, и я буду ездить в ней. Один минус у этого всего, у этих всех подарков в том, то, что невероятно жарко здесь в Индии, и я не знаю, как я буду ездить, потому что, ну, такая жара, просто тебе в футболке жарко. Я сейчас сижу, мне жарко. А я собираюсь ездить днем, потому что ночью ездить уже опасно. Ну, вы понимаете, как бы ночью уже плохо видно все. И я не знаю, ну, придется терпеть и очень плохо пахнуть, мне кажется. Ну, штаны у меня есть, поэтому я еще буду ехать в своих штанах. Наверное, я буду ехать в кроссовках, потому что в тапочках тоже ехать небезопасно. Вообще нужна обувь, которая будет закрывать тебе голеностоп и фиксировать его. Но у меня такой нет, поэтому буду ехать в кроссовках. И еще мне надавали сумки в подарок, но, опять же, я хочу крепить свой рюкзак. Крепить я его буду на такие банжи, то есть такие как бы резинки с крючками. И знаете, ну мне просто некуда прикрепить сумки, и я даже не знаю, что в них ложить, поэтому, скорее всего, я поеду без них. Ну, они мне нафиг не нужны, потому что когда вы что-то вешаете на свой мотоцикл, это нарушает ваш баланс, особенно когда вы неопытный, как я. Это вообще критически запрещено делать, поэтому я, скорее всего, поеду без сумок и поеду как есть. Ну что, Владимир, спасибо большое, что приютил меня. Я чуть, конечно, задержался, но реально огромное спасибо, что я так вот аккуратненько вошел, так сказать, в Индию. Все успел сделать, все дела. Пожалуйста. Ну что, надоело тебе тут вообще, Ну, не? чуть-чуть есть. Говорил на 3 дня, на 4 дня. Ну да, сегодня уже 9-й. 11. 11-й? Да вроде, по-моему, 9-й. Считаешь, да? Ну все, ребята, отправляемся в путь. Я не знаю, немного волнительно, реально. Волнуюсь, потому что, ну не знаю, долгая дорога мне предстоит. Я собираюсь проехать на этом мотоцикле, вот на этом мотоцикле, прямо до Непала. Ну, то есть, границу я пересекать не буду, но я, наверное, просто доеду до Дели и там, или до Варанаси, где-нибудь его продам. Это где-то ехать 6 тысяч километров. Я не знаю, это реально просто... Только сейчас я начал понимать, насколько это безумная авантюра. И очень жарко мне вот в этой куртке, в шлеме, вообще во всем обмундировании. Вот то, что я взял, очень жарко. Но я не знаю, я буду как-то терпеть, потому что, ну, лучше побезопаснее, чтобы было. Потому что курточка, она хотя бы хоть меня как-то защитит. В общем, прощаюсь я с Владимиром, все уже, короче, вот, кстати, он меня снимает. Не знаю даже, слов просто нет. Сегодня планирую проехать 100 километров до следующего города вдоль побережья и остаться ночевать в палаточке в храме. Ну что, пока смотрите, пожелайте мне удачи, а я поехал. Добрый путь. Вот я и проехал первые 20 километров и решил свернуть побережье. И посмотрите, в каком я красивом месте. Просто невероятно. И именно поэтому я решил поехать в путешествие на мотоцикле, потому что, ну, заехал ли бы я сюда автостопом, зашел бы ли я сюда пешком? Нет, никогда в жизни. Но на мотоцикле я сюда смог приехать, и это очень красивое место. Вот просто посмотрите, это Индия, да, ребята, это Индия, вау. Так, ну что, первые 20 километров. Я даже уже немного подустал. Это первое. Я могу сказать, что у меня уже вибрируют руки. Ну, реально. И, ну, у меня только один вывод из этого всего. То, что мне нужно ездить совсем понемногу. Вот сейчас много километров ехать нельзя, потому что нужно привыкнуть. Нужно привыкнуть к мотоциклу, нужно привыкнуть к дальним расстояниям. И нужно потихоньку набирать темп, чтобы, ну, чтобы я не был настолько сильно уставший в конце дня. В общем, поехали дальше. Ну, а это вообще невероятное место. Йоу.
Вот я и добрался до храма, в котором хотел сегодня переночевать. Да, я хотел попроситься поставить палатку на территории храма. Не в самом храме обычно это делают, но, кстати, иногда и в самом храме можно. Это максимально безопасно, и я приехал именно в этот храм, в индуистский, потому что он находится за чертой города, 12 километров от города Мальван. И я прочитал, что намного лучше как раз-таки приезжать и приходить в такие храмы, потому что в городских храмах шанс того, что вас пустят ночевать, намного меньше. В общем, но этот, походу, оказался слишком туристический, и мне сказали, что тут ночевать нельзя, меня здесь не пустят. В общем, сказали ехать в город Мальван, сказали попробовать храм там, но если меня там не пустят, то в любом случае я просто останусь в каком-нибудь хостеле или отеле. Конечно, не хочется тратить деньги, и хочется просто переночевать в храме, в палатке. Но что поделать? В общем, сейчас поеду обратно в город Мальван. Как видите, я не в храме, я не остался сегодня ночевать в палатке, потому что, когда я приехал в город, мне просто не удалось найти место, где бы я смог это сделать. Мне везде сказали, что запрещено, not allowed, то есть нельзя оставаться. И я не знаю, я читал в интернете, мне рассказывали знакомые, что так можно делать, можно ночевать в храмах в Индии, но я не нашел ни за городом, ни в городе. Надеюсь, за все мое путешествие мне удастся это сделать. И местные мне сказали, что я могу остаться в палатке на пляже, это безопасно, но я не решился этого сделать, потому что я просто был весь потный, я был настолько уставший. И я просто взял и поехал в гостиницу. И знаете, если сказать, что сегодня был легкий день, я вообще не волновался, спокойненько сюда доехал, то я вам просто совру. Потому что день был вообще не из легких. Я проехал около 100 километров, и я делал много остановок, но даже то, что я ехал совсем немного, у меня вот эта вибрация с руля, у меня просто вибрировали руки. Мне было очень жарко, я был постоянно мокрый, у меня здесь мокро, здесь мокро, здесь мокро. И теперь я думаю отказаться от этой куртки, потому что, я не знаю, что делать. Либо сдадут мои нервы, то есть и я потеряю бдительность и тому подобное, потому что меня это дико бесит. Меня бесит то, что мне жарко, меня бесит эти перчатки, потому что я смотрю маршрут по телефону, и я в этой перчатке не могу докоснуться сенсора, то есть сенсор не работает. А мне иногда надо посмотреть, куда поворачивать и тому подобное. В общем, очень много проблем с этой экипировкой. И я понимаю, что она очень важна. Если я упаду, вдруг упаду, то лучше, конечно, что я буду в ней, но я не знаю, каждый день так выдержать температуры ниже не станет. То есть вот как было сейчас около 30 градусов, вот как сейчас есть, так и будет. Ничего не изменится. Потому что я еду на север, и на севере будет постепенно теплеть ближе к лету. Поэтому, я не знаю. Первый день моего мотопутешествия по Индии такой. Начало моего настоящего путешествия по Индии такое. Ну а если вам интересно посмотреть, что же будет со мной, парнем из России, которому 24 года, за все эти 3 месяца, что я буду кататься по Индии на мотоцикле, то, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и ссылка на мой телеграм-канал в описании. Там все выходит в реальном времени, потому что я это ничего не монтирую. А я пойду спать, потому что у меня был действительно тяжелый день. Всем пока.